Всем привет, меня зовут Дина. Мне 30 лет, я родом из Казахстана, и сегодня я хотела бы поделиться своей личной историей переезда из Казахстана в Европу. Уже около 5 лет я проживаю в Европе, и я надеюсь, что это видео будет полезным для тех, кто сам планирует в будущем переехать сюда, либо для тех, кто просто интересуется какими-то личными историями, историями переездов. И для меня самое главное рассказать вам не какую-то там историю успеха или не предоставить какую-то, знаете, вот инструкцию, как переехать. Просто бы хотела поделиться сегодня своей какой-то историей. Возможно, кому-то она покажется интересной, и каждый из вас сделает какие-то свои выводы, в особенности для тех, кто стремится как раз-таки переехать в Европу. На самом деле, мне кажется, переезд в Европу — это всегда была такая мечта вот практически каждого ребенка. По крайней мере, так было у меня. Я на самом деле с самого детства вообще мечтала переехать. И, в принципе, я никогда не видела, наверное, свою жизнь вот только в Казахстане, какую-то свою уже последующую взрослую жизнь. И я всегда как-то рисовала себе замки о том, что я вот перееду. И какое-то время, в особенности где-то в конце вообще школы, я прям постоянно искала информацию о том, как можно переехать и как можно вообще поехать учиться за рубеж. Моя семья, к сожалению, не могла себе позволить отправить меня учиться куда-то за рубеж и оплачивать мне там учебу и проживание, поэтому я искала вообще какие-то программы, в особенности те программы, которые оплачивают, полностью покрывают все от А до Я, чтобы у меня, да, так сказать, не болела голова о том, как это вообще оплатить. И просто я хотела туда переехать, учиться, получить там высшее образование, остаться там где-то. И вот у меня была вот такая мечта, скажем так. Был, наверное, может, 10 или 11 класс, и я постоянно мониторила что-то, подавала в Чивнинг программу, подавала в Erasmus Mundus, вообще писала постоянно всяким колледжам, писала там и в Великобританию, и в Испанию. Постоянно нам, в мой маленький город в Казахстане, нам постоянно присылали какую-то информацию из этих разных колледжей. И было так интересно, да, ты живешь в своем маленьком городке, и я помню, вот папа там с почты забирал вот эту папку с документами, такую серьезную, прям толстую папку, приносил домой, там я ее открывала, и там были вот эти все журналы про колледжи Испании, про колледжи Германии и так далее и тому подобное. Куда бы я ни подавала, мне постоянно везде приходили отказы. Для меня вот самым сложным, как я помню, был тот момент, что мне нужно было писать вот эти вот мотивационные письма, что почему я вот хочу именно в их там колледже учиться. Мне всегда это казалось что-то типа: "Что за бред? Я просто вот хочу у вас учиться, я хочу переехать вот в вашу страну. Молодая, я умная, знаю английский, пожалуйста, возьмите меня". На тот момент сильно не расстраивалась, понимала, что, ну, как-то я к этому, наверное, приду. И я в итоге решаю поступить в университет в Казахстане, конкретно в городе Алмата. И я, в принципе, любила Алмату, сильно не расстроилась и переезжаю туда. Я отучилась на специальности гостиничный бизнес в одном из частных университетов Алматы. Прожила там какое-то время, начала там также работать. И здесь хотела бы сказать, пожалуйста, если вы думаете поступить на эту специальность, не делайте эту ошибку. А самое главное, что я поняла, даже если вы не учились по этой специальности, вы всегда можете на нее вот пойти по ней работать. Вы всегда сможете устроиться официантом в какой-нибудь отель и потом вырасти до менеджера отдела. Ну, не делайте эту ошибку, как я. И, пожалуйста, не устраивайтесь на гостиничный и ресторанный бизнес. Это вообще большая ошибка. В общем, в какой-то момент я вот учусь. Также где-то на третьем курсе я решаю, что, наверное, мне вот недостаточно просто вот учиться, мне обязательно по этой специальности нужно набираться опыта. И в какой-то момент я устраиваюсь на стажировку в один из самых престижных отелей вообще не только, наверное, Алматы, Казахстана, но и всего мира. Начинаю, в принципе, так вот свою карьеру ательера. В итоге в Алмате я проработала по этой вообще в этой компании конкретно около там, 3 лет, по-моему, или 4, я уже точно не помню. Работала я в разных отделах, поднялась по карьерной лестнице, но самое главное, что, наверное, мне это дало, именно вот такую вот прям практику английского, то есть там я уже постоянно разговаривала с иностранными гостями, какие-то у нас там были разные ситуации, пришлось их как-то выкручиваться, да, выруливать на своем английском. И, в принципе, это как-то вот дало вообще понимание, да, как вообще разные люди в мире выглядят, как они разговаривают, что они знают, что не знают, да, то есть я начала вот получать вот эту вот насмотренность, и мне, наверное, после этого даже еще больше захотелось куда-то поехать, что-то посмотреть, вообще что-то как-то сделать. И потом я переезжаю в Астану, я также устраиваюсь в ту же самую гостиничную сеть, поработала там также несколько лет, и в какой-то момент случается пандемия. И я думаю, что мы с вами понимаем, каково это работать в отеле во время пандемии.
И на самом деле я благодарна своему рабочему месту на тот момент, потому что они смогли сохранить, наверное, вот костяк этой команды, которая там образовалась с момента открытия вообще отеля, что они смогли удержать вот максимум людей, не уволили практически никого вот на мою память. Но в любом случае я, наверное, после пандемии, как и у всех, у меня произошла такая перезагрузка своего рода. В какой-то момент вот поняла, что я не хочу всю свою жизнь работать в отельной индустрии. Я хочу дальше как-то развиваться. Да, даже если я дорасту до генерального менеджера отеля, то, условно говоря, в любом случае, если у тебя приезжает гость в 3 утра, то ты должен, какой-нибудь супер VIP гость в 3 утра, то ты должен в 3 утра, как генеральный менеджер, стоять и приветствовать этого гостя. И я поняла, что ни за какие деньги я вообще не хочу этого делать. И в какой-то момент я решаю уволиться. Ам, это было страшно, это было нелегко. Это было очень хорошее престижное место работы, вообще очень престижная компания. Туда люди просто очень хотят попасть. Ты как бы работаешь с топ-профессионалами в своей индустрии. И меня очень многие отговаривали, также родители меня отговаривали. Но в какой-то момент я все равно подумала, что я не пропаду, даже если я сейчас как бы уволюсь, у меня нет на данный момент, у меня не было, да, никакой семьи, у меня нет детей. То есть, а что терять, собственно? И я увольняюсь. Буквально через там месяц или полтора я вот начинаю активно искать, да, там работу, просто искать где-то в Гугле, на веб-сайтах. И у меня тогда была такая идея фикс, что я хочу уехать работать за рубеж, так я еще и хочу работать дистанционно. То есть я так устала от вот этой вот гостиничной ситуации, что ты должен быть в отеле, да, практически 24/7. Я очень сильно хотела просто вот работать из дома, делать какую-то офисную работу, чтобы меня вообще никто не беспокоил, путешествовать в идеале, путешествовать. И я начала просто вот искать в Гугле, да, какие-то вот позиции там на английском, онлайн, remote work, digital nomads и так далее. Начала просто накидывать слова, закидываю свое резюме. И там через полтора месяца после моего увольнения с отеля мне приходит приглашение на интервью, на созвон с рекрутером. И имя у рекрутера было казахское. Компания из Эстонии. И у них, ну, рекрутер с казахским именем. Я подумала, что это какие-то мошенники, если честно. Как бы в Казахстане я про нее никогда не слышала, и тут еще с казахским именем мне человек там приглашает меня на собеседование. Я реально подумала, что это какие-то мошенники. И я соглашаюсь на созвон. Созвон проходит очень положительно. Затем у меня начинаются дальше этапы, какие-то интервью, я их прохожу, и мне приходит предложение о работе с переездом в Эстонию, в Таллин. И такой важный момент, что когда я работала в отеле, я, в принципе, доросла с позиции практиканта до позиции менеджера. И предложение о работе в Эстонии было просто на позицию техподдержки. И на самом деле для меня это был какой-то, да, такой в карьерном плане шаг назад. Но в то же время я подумала, что вообще компания классная, компания современная. Это была вот финтех-компания эстонская. Все вроде как позитивно, да, на интервью. Зарплата вроде, да, как в евро ты там получаешь. В Европе находишься. Никогда особо про Эстонию не слышала. То есть, понятно, я знала, что такая страна существует, но что-то прям вот конкретно я про Эстонию сильно-то и не знала. Но в любом случае я решила, что я попробую. Я приняла предложение о переезде, и с этого момента, в принципе, начался этап, как я готовлю документы и готовлюсь к самому переезду. И на самом деле, как бы процесс подготовки документов прошел достаточно легко. Меня, в принципе, поддерживала компания, с другой стороны, они предоставили все необходимые документы с их стороны правительству там, Эстонии. И, в принципе, как бы в течение там, 2 недель я подготовила визу, собрала какие-то свои вещи. К концу сентября 2021 года я была готова к переезду. Вот. И если так подумать, было ли мне страшно, наверное, нет. Почему-то вот я сейчас вспоминаю, мне вообще не было страшно. То есть я так, ну, как-то хотя, да, я не знала никого в Эстонии вообще. Я не знала прям сильно так компанию. Там, то есть это, да, это не какой-то всемирно известный бренд. Я не поехала работать в Amazon или в Google или в Microsoft. Это была, как, ну, вот эта европейская компания известная, но в любом случае. И я как-то вот, ну, я не знаю, мне не было страшно. Мне стало страшно, когда я помню, что у меня был очень долгий перелет через Варшаву, и я приземляюсь, и вышла вот из терминала, да, и тут я вот вижу все пассажиры, да, кто со мной приехал, их начали их родственники встречать, так какие-то друзья начали их встречать, а я стою одна со своими вещами, у меня здесь никого вообще нет,
я никого здесь не знаю. Если со мной что-то случится, все мои родственники, друзья, мама, папа, они все в Казахстане. И тут мне стало так страшно на какое-то мгновение, что типа, блин, что я вообще сделала? То есть вот я прям четко помню вот это какое-то ощущение. Но я потом такая думаю: "Так, взяла себя в руки, давай". Я там потом вызвала такси, доехала до квартиры. То есть как бы у меня все заранее было организовано, естественно. И, в принципе, вот так началась моя жизнь в Эстонии. И я помню какие-то свои вот первые дни в Таллине, первые ощущения, да, что, в принципе, я сразу поняла, что город небольшой, но очень был аккуратный, очень чистый. И я помню вот, как, люди, такие, вообще эстонцы, они очень сильно уважают твое пространство, и они никогда вот не будут его нарушать, либо они стараются его не нарушать. Я помню, вот там первые дни я ездила на автобусе, я садилась в автобус, и я помню, вот люди, да, пассажиры, которые заходили, все садились там в 3 метрах друг от друга, там свободные автобусы были, и все максимально избегали садиться друг к дружке, и мне это так забавляло, потому что в Казахстане, наоборот, как-то, ну, все садятся друг с другом, а здесь, наоборот, все далеко друг от друга садятся. И я какое-то первое время думала, я не знаю, может, от меня плохо пахнет или еще что-то, что вообще происходит. Но в итоге, на самом деле, я потом попозже стала уже такой же эстонкой, когда адаптировалась, начала уважать еще больше даже личное пространство другого человека. Если меня сейчас спросить, жалею ли я о переезде вообще в Европу, я скажу точно нет. Э, Эстония — это была моя первая европейская страна, да, где я многому чему научилась, где я встретила своих друзей, я встретила свою вторую половину. И это был определенный этап, который я прошла. И Германия — это уже другой, да, второй этап моей жизни. Возможно, здесь будет также третий этап жизни. И оставайтесь со мной на канале. Я обязательно буду держать вас в курсе. Всего доброго, пока.